Дача на пике успеха. Сандеро стал самой продаваемой машиной в Европе, оставив далеко позади Volkswagen Golf. А Duster активно борется с Tiguan за 6-е место. И с появлением Bigster компания явно стремится расширить свои амбиции, заходя в более высокий C-сегмент. Bigster – самый большой автомобиль Dacia, напоминающий увеличенный Duster. По сути, это серийная версия концепта Bigster 2021 года, и, признаемся, для бюджетного внедорожника выглядит он весьма достойно. Генеральный директор Dacia пообещал, что цена на Bigster с двигателем внутреннего сгорания не превысит 25 тысяч евро. Неудивительно, что серийная версия Dacia Bigster сохраняет семейное сходство с более крупным Duster, так как использование общих деталей в дизайне помогает производителям снизить затраты на производство. Это особенно заметно в передней части автомобиля. У Bigster и Duster схожие фары. Однако Bigster выглядит более мощным за счет массивного переднего бампера, который был почти полностью перенесен из концепта. Главная особенность дизайна – вертикальная передняя часть с черной решеткой радиатора и логотипом Dacia в виде звена. Боковой профиль Bigster сохранил квадратные формы и массивную облицовку, оставаясь близким к концептуальной версии. Дизайнеры отказались от полностью глянцевых элементов, применив комбинацию глянцевого и матового черного. Это не только улучшает внешний вид, но и повышает устойчивость к износу и повреждениям, подчеркивая готовность к бездорожью и суровым условиям. Особая черта, которая становится фирменным элементом Dacia, это треугольные задние фонари, впервые появившиеся на концепте Bigster. И теперь они присутствуют и в серийной версии, подчеркивая единство всего модельного ряда. Bigster в стандартной комплектации получает 17 или 18-дюймовые легкосплавные диски, а в топовой комплектации Journey в качестве опции доступны 19-дюймовые колеса. В более высокой комплектации клиенты могут выбрать двухцветную окраску кузова с черной крышей. Также появится новый цвет кузова Indigo Blue. Как и Duster, новый Bigster использует платформу CMFB. Длина Dacia Bigster составляет 4571 мм, что на 230 мм длиннее, чем у Duster. На заднюю часть приходится наибольшая доля прироста. Колесная база увеличивается по сравнению с Duster на 3 см, до 2703 мм. Другая линия крыши также делает Bigster на 3 см выше, 1710 мм, а ширина идентична Duster, 1813 мм. Клиренс нового автомобиля не был официально заявлен, но его можно предположить, исходя из характеристик младшей модели Duster с клиренсом 210 мм. Поскольку Bigster более крупная модель, ожидается, что его клиренс будет на уровне около 220 мм. Линейка двигателей предлагает на выбор 4 варианта, все из которых электрифицированы. Дизель не предлагается из-за суровых европейских экологических норм. Базовый вариант сочетает в себе 1 и 2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом нового поколения, работающий по циклу Миллера, с мягкой 48-вольтовой гибридной системой, имея в общей сложности 130 лошадиных сил мощности. В стандартной комплектации он поставляется с полным приводом. Второй вариант – это мягкий гибридный бензиновый двигатель с передним приводом, который называется TSI-140, что указывает на увеличение мощности до 140 лошадиных сил. Здесь также 1 и 2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом имеет электрическую поддержку при запуске и ускорении. Автопроизводитель заявляет о среднем расходе топлива 5,6 литра на 100 километров. Новинкой в линейке является EcoG 140, который может работать как на бензине, так и на природном газе. Привод на природном газе – это специализация Dacia. С Bigster Dacia открывает новые горизонты и впервые сочетает бивалентный привод с мягкой 48-вольтовой гибридной системой. В дополнение к 50-литровому бензобаку этот вариант имеет 50-литровый газовый бак под полом багажника, что обеспечивает запас хода до 1450 км. У всех трех версий силовые установки работают с механической шестиступенчатой трансмиссией, а аккумулятор, который заряжается при торможении и рекуперации, имеет емкость 0,8 кВт-часа. Топовым двигателем является также новый гибрид 155.
Его система привода сочетает в себе 1,8-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил и 170 ньютон-метра крутящего момента, и два электродвигателя мощностью 50 лошадиных сил и высоковольтный стартер-генератор. Питание также поступает от аккумулятора емкостью 1,4 кВт-часа, который заряжается на ходу. Общая мощность силовой установки составляет 155 лошадиных сил и работает в паре с автоматической электрической трансмиссией, имеющая 4 передачи для двигателя внутреннего сгорания и еще 2 для электродвигателей. Бикстер всегда заводится на электричестве. Производитель отметил, что гибридная версия автомобиля может проехать до 80% своего пути в городе, используя электрическую тягу на низких скоростях, экономя дорогой бензин. Внутри нового кроссовера от Dacia дизайнеры уделили внимание простору, эргономике и комфорту. Очень вертикальная и высокая приборная панель увеличивает пространство для передних пассажиров. Для простоты и эффективности вся информация, связанная с вождением, собирается на цифровой приборной панели с диагональю 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. А информация, связанная с мультимедийной системой, находится на центральном сенсорном экране с диагональю 10,1 дюйма, являющимся стандартным для всех моделей. В начальной и средней комплектациях Bigster предлагает доступ к мультимедийной системе Medio Display с 4 динамиками и беспроводной интеграцией смартфона. Топовые комплектации также оснащены мультимедийной системой Medio Nav Live, которая предлагает облачную навигацию с информацией о дорожном движении в реальном времени и обновлениями карт в течение 8 лет. В комплект поставки также входит аудиосистема Arcomes 3D с 6 динамиками. В зависимости от отделки, кроссовер предлагает 3 типа центральной консоли для передних сидений: низкую, среднюю или высокую консоль с подлокотником, с холодильным отделением и беспроводным зарядным устройством для смартфона. Что касается пространства, Dacia обещает один из самых просторных автомобилей в классе, предлагая много пространства для ног и над головой. Автомобиль предлагает 667 литров объем багажника, что на 15 литров больше, чем Volkswagen Tiguan, и почти на 80 литров больше, чем Kia Sportage. Если вы сложите трехсекционное заднее сиденье с помощью рычажков сбоку багажника, образуется огромное плоское грузовое пространство, объем которого Dacia еще не назвала. Среди модных функций – электропривод задней двери, панорамный люк, беспроводная зарядка смартфона. Также доступны современные вспомогательные системы, такие как адаптивный круиз-контроль, некоторые даже в стандартной комплектации. С таким набором функций и деталей как интерьера, так и экстерьера, это уже не спартанская Dacia, которую вы, возможно, помните. Кстати, все варианты имеют типичные для полноприводных кроссоверов режимы движения, такие как грязь, песок, бездорожье или снег, а также контроль спуска с горы. Новый Bigster предлагается в 4 комплектациях: Essential, Expression и 2 топовых версиях Extreme и Journey по одинаковой цене. Базовая комплектация Essential, помимо прочего, оснащена 17-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше, задними датчиками парковки и камерой заднего вида. На втором уровне, под названием Expression, предлагает дополнительные элементы оборудования, в том числе двухзонный климат-контроль, датчик дождя, наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания и электрический стояночный тормоз. Если Extreme рассчитан на любителей активного отдыха со стандартным панорамным люком, модульными рейлингами, системой контроля спуска с горы, резиновыми ковриками и системой U-Clip от Dacia, которая включает в себя несколько точек крепления по всему автомобилю для различных аксессуаров. Они включают в себя держатель планшета для заднего пассажира, вешалки для одежды, карманы для хранения, фонарик, подстаканники и многое другое. Комплектация Journey больше ориентирована на комфорт путешествий, с двухцветной окраской кузова, дверью багажника с электроприводом и сиденья водителя с частичной электрической регулировкой. Автомобиль в Европе будет доступен к заказу уже с января, а первые поставки начнутся весной следующего года. Точные цены на Bigster пока не установлены. Однако генеральный директор Dacia во время своей презентации пообещал базовую цену менее 25 тысяч евро, в то время как технически сложный гибрид должен оставаться ниже отметки 30 тысяч евро.
Dacia на протяжении многих лет успешно сочетает цену и качество, предлагая комфорт и оставаясь верной своим основам. C-сегмент – это наиболее популярная категория европейских кроссоверов, где представлены Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Пока что Dacia лишь осторожно вошла в этот популярный класс с моделью Duster. Однако с выходом Bigster румынский бренд решительно намерен сунуться прямо в осиное гнездо, где ценится не только доступность, но и статус. Поэтому время покажет, сможет ли Bigster произвести впечатление на конкурентном рынке кроссоверов. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам очень интересно, что вы думаете, поэтому не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и новых видео. Ваши лайки и подписки вдохновляют нас на создание еще более интересного контента. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми автомобильными новинками. Удачи вам на дорогах!